Вылился бензин, произошла искра, и ты лежишь, не горишь. Мотоцикл — это несерьезное увлечение. Из-за таких плохо думают о тебе, плохо думают обо мне. А я, наоборот, благодарен. Кожаный, толстый, бородатый, вонючий. Удар пришелся в переднюю правую часть. Сколько это будет мне стоить под ключ? Здравствуй, Дима. Дмитрий Вотинцев в 2017-м создал сообщество, посвященное мотоциклам в стиле бобер. На сегодня это единственное в России комьюнити, насчитывающее сотни людей. Изготавливает и кастомизирует мотоциклы. Дима тот самый человек, которому я отдал свой байк на ремонт после аварии. Удар пришелся в переднюю правую часть мотоцикла, и очень серьезно. Но пострадал он не настолько серьезно, как я предполагал, потому что когда я первый раз увидел китайский мотоцикл, думал, ничего не сработает. Отсутствует рычаг переднего тормоза, грипс застревает, ручка газа. Навесной ничего не пострадало, потому что я это все осматривал. Рама совсем не пострадала, привод на месте. Я заметил, что байкеры и в целом люди на мотоциклах — это такая определенная группа людей с определенным уровнем привилегий. Читал много случаев, когда не пропустили, ударил по зеркалу, не пропустили, поцарапал. С чем связана такая культура? Бескультурие. Ну, какое ты имеешь право портить транспортное средство чужое? Потому что не пропустил, не уважил мотоциклиста. Чего вдруг? А в лифт, если ты не помещаешься, ты потом бежишь на другой этаж и бьешь всех? Смотри, человек едет на мотоцикле, да, он имеет Его право... никто не обязан пропускать. Пропускать не обязан, но почему тогда у нас так принято, что если Из-за не таких пропускают... мотоциклистов и портится общее мнение. Ну, то есть все вообще привыкли видеть стереотипного байкера. Это такой кожаный, толстый, бородатый, вонючий, пьяный. Таких же много на дорогах, реально Их много, да. И вот такие вот, которые ломают зеркала, матерятся, бьют по стеклам. Из-за таких плохо думают о тебе, плохо думают обо мне. А я, наоборот, благодарен, потому что если бы их не было, я бы ехал, ты меня бы пропустил, понимаешь? Я бы стоял в этой пробке, или меня бы там постоянно таранили. На мой взгляд, вот эта форма уважения, пускай она даже с негативным оттенком, но дает определенные преимущества, в том числе защиты тебя на дорогах. Защита, да. В самом начале сезона это вроде происходит. Потом автомобилисты начинают привыкать к наличию мотоциклистов на дороге. И там они знают понятие междурядия. Между левым и соседним справа. Если говорить про ремонт, в России есть чем заменить поломанное? Не все в наличии. Рычаг, там грипс, зеркало, все это может оказаться в наличии. А вот пластик, подножки, крепление подножек, кронштейн — это часть рамы, они заменяемые. Придется заказывать, ждать. До месяца, ну, недели 3. А сколько это будет мне стоить под ключ, чтобы вот я сел и поехал от тебя? Комплект обойдется там 1040 рублей. Окей, супер. Давай тогда чинить. Пора начинать. Пора начинать. Есть ли какие-то такие детали незначительные, например, как сиденье мотоцикла или форма руля, то есть что-то незначительное, но что при этом имеет значительный вес в получении урона? Нет, сама конструкция рамы, обвеса, отделки мотоцикла, скажем так, углов управления, все это тоже может повлиять на характер повреждений. Что бы тебя заставило пересесть с своего бензинового мотоцикла на красивый современный электробайк? Все от случая зависит, потому что нельзя сказать, что на этом мотоцикле безопасно врезаться, на этом мотоцикле опасно врезаться. Тебя что-то Нет. пугает? Нет, не пугает. Опять же, то, что меня не слышно будет на дороге, это да. Электробайк будет в дизайне твоего Харли Дэвидсона, ты на него сядешь и поедешь. Нет. Почему? Я говорю, это личное ощущение. Вот, хочешь, я тебе свой заведу, а ты мне свой заведи. Так, Ты почувствуешь разницу. а в чем эта разница заключена? Можно играть коробкой передач, у тебя тут ручка сцепления, ты ей играешь в этих пробках, елозишь и все остальное. Здесь все гораздо проще, справится любой. Это очень похоже на автомобилистов, которые предпочитают механику и роботы, да? Но робот — это же будущее. Есть минус один. Какой?
Я поеду на своем, и ты поедешь на своем в Петербург. Посмотрим, кто доедет. В Питер я на мотоцикле бы точно не поехал, потому что это Ну пусть, звучит не, как пусть не, некая форма безумия. пусть не волочет то же самое там. да, Доеду. полпути. Не Доеду, спокойно доеду. Возьму с собой зарядку, рюкзачок, поеду. А что, мне заправка не нужна, запас хода 150 километров, я могу уехать хоть на Луну почти. Сам 350 или 400. Ну и куда мы поедем? Даже до Питера не доедем с тобой, ни ты, ни я. Я доеду. На любой заправке заправился. Розетка, 3 любой минуты, заправки. я поехал дальше. 6 часов вздремнул, отдохнул. 3 минуты против 6 часов. Вот, ты проиграл. А почему нет? А Ты куда будешь ты? ехать неделю до Петербурга. А ничего, что до Питера ехать 10 часов, ты устанешь с дороги на мотоцикле ехать. Нормально все. Ну, в смысле, нормально. Потом отъедешь где-нибудь по пути, но не в Питер. Ездил, не отъехал. Так а вот в этом-то и подвох. Я правильно понимаю, что если у тебя лобовое столкновение такая конечное, то здесь уже ни модель мотоцикла, ни то, во что ты одет, не влияет. Как можно меньше пострадать на том или ином мотоцикле? Даже если я сейчас при ДТП меньше опасности вылился бензин, произошла искра, и ты лежишь, не горишь. Потому что это, в данном случае, электромотоцикл. А вот я же об этом и говорю, то есть ты можешь попасть на классическом мотике в такую же аварию, да, получить те же повреждения, но при этом еще и не гореть, если ты электробайк. Это правда? Да. Мотоцикл — это несерьезное увлечение, это люди, которые возвращаются в детство. Да, ну почему? Для некоторых это образ жизни. Ну, взять меня, я здесь живу и работаю. А можно я потрогаю что-нибудь, да, у тебя здесь? Швейцарский станок сегодня не так давно заимел. Выглядит очень, конечно, обнадеживающе. Он работает лучше нового. Да? Да. И много у тебя заказов? Достаточно, на жизнь хватает.